Всем привет! У нас сегодня Интер-Лацио. Чисто футбольный выпуск. Поговорим о Интере, футболе, серии А, Лиги Чемпионов. Я, как обычно, опаздываю. Примчался на самокате вообще на стадион. Много проблем по дороге. Но это последняя игра Интера в серии А в этом сезоне на домашнем стадионе Джузеппе Меацца. Смотрите, у меня тут очереди почти нет, а там очередь аж загибается. Гимн Интера играет там, а я тут. Вот такие моменты неприятно. Но что поделать, это жизнь. И вот вся очередь тормозится разговорами, потому что, видимо, у кого-то имя, может, в билете не совпадает с документами. И вот мы пару минут стоим и ждем, пока вот они там все торгуются. Ну, вот это так глупо с этой проверкой имен. Причем в обоих очередях проблемы у людей. Просто вся очередь стоит и ждет, а там уже гимн. Я уже внутри. Зашел я по своей карте с сезонным абонементом. Но вообще билеты на эту игру, мое место стоило бы 65 евро. В принципе, можно сказать, что солд-аут, какие-то единичные места есть, потому что в этом сезоне Интер сделал систему, когда некоторые владельцы абонементов могут продавать свои места в розницу, если они не идут. 5 минут до начала матча. Я хотел вам много чего рассказать по дороге на трибуну, но уже мчусь наверх, чтобы успеть на начало. Тут не так легко на самый верх сбираться. Буквально 4 минуты, и я наверху. Четко успел к гимну серии А. Помимо подъема наверх, надо еще подняться на самый верх. Я ж люблю быть повыше. А я не такой уже атлет. Все не так легко. Монако — это Мюнхен. Поют песню про то, что мы едем в Мюнхен на финал. Объявляю состав. С составом у нас сегодня, в принципе, порядок, только Мартинес отсутствует. В остальном удается подходить к концу сезона в хорошем состоянии и с целыми игроками. Что немалая заслуга тренера при таком графике. Сегодня все матчи тура, кроме завершившегося вчера Дженоа-Аталанта, у которых уже не было турнирной интриги, начинаются одновременно, потому что результат каждого важен для какой-то другой команды. Вот задерживается начало, потому что, видимо, в каком-то другом городе задерживается начало, и тут не могут начать раньше. На экране показывали Лаутаро Мартинеза, он сегодня на трибунах. Матч сегодня пройдет без выездных болельщиков Лацио. Как я понимаю, у них запрет на выезды из-за беспорядков после римского дерби. Хотя, в принципе, болельщики Лацио считаются друзьями, а болельщикам Интера они не враждуют. Один из фанатов Лацио как-то рассказал нашему другу, фанату Интера Артуру, что хореографии для Интера делает человек из фан-клуба Лацио, потому что не так много людей, способных делать крутые хореографии, которые мы видели раньше, сложные хореографии. И вот, видимо, один из них фанат Лацио, и он помогает. Вот фанаты готовы. Начали матч. И сейчас параллельно началось еще 9 матчей. Но самый важный для нас сейчас матч, помимо победы тут, это матч Наполи, потому что нам нужна ошибка Наполи. Наполи сейчас ведет на 1 очко. Интер должен побеждать, чтобы не отпускать Наполи. Но чтобы выиграть серию А и добавить 21-е чемпионство и оставить себе вот этот значок Скудетто на следующий сезон, надо, чтобы Наполи проиграла, Интер выиграл. В общем, Интер, чтобы выиграл, ну, там сложные турнирные расклады, но надо брать победы по максимуму, но обязательно нужна ошибка Наполи. Если Наполи выиграет 2 оставшихся матча, чемпионства нам не видать. И очень жаль, что мы довели до такой ситуации, когда наш результат зависит от Наполи. Хотя весь сезон Интер был фаворитом. Позже расскажу про билеты на финал Лиги Чемпионов и еще много чего интересного, но пока все внимание на матч. На самом деле обе команды сегодня очень мотивированы, потому что у Интера решается судьба чемпионства, а Лацио борется за путевку в Лигу Чемпионов. Они имеют хорошие шансы на нее, но там очень серьезная борьба. Они могут как попасть в Лигу Чемпионов,
так и остаться без Еврокубков вообще. В Италии в этом сезоне во всех сегментах таблицы борьба за чемпионство, за Еврокубки и за вылет. Хотя мне нравилось, как в прошлом сезоне, когда за несколько туров до конца мы уже знали, что Интер чемпион, и как-то было спокойнее. И готовились бы сейчас к финалу Лиги чемпионов. Интер забивает на последних секундах первого тайма. Очень важный для клуба гол. Был очень напряженный первый тайм, какая-то тяжелая была игра. Вообще до последней минуты главным героем первого тайма мне казался вратарь Интера Ян Зомер, который спас команду при выходе 1-0-1, 1-1. Но на последних секундах Интер забил, уходим на перерыв со счетом 1-0. И как-то сразу полегче на этом стадионе стало и повеселее, потому что была очень напряженная атмосфера. Даже во время матча интернет очень плохо работает, а в перерыве особенно. Я сейчас сижу, пытаюсь загрузить таблицу, чтобы видеть, что там у Наполи, но не грузится пока. Вот познакомился, разговорился с фаном Интера из Падовы. Прекрасный город, я пытался попасть там на матч, но был солд-аут на матче серия С Падова. И он мне сообщил, что сейчас в Неаполе 0-0, и это хорошие для нас новости. Thank you. Начали второй тайм. Вторые таймы тоже сегодня в Италии начинаются одновременно. Ну, потому что, опять же, все результаты важны для каждого. Интрига сумасшедшая. Интер пропускает. Ужасный момент. Лайнсман показал офсайд. Главный рефери показал на центр поля. Пару минут просмотра ВАР. И счет становится, к сожалению, 1-1. Так себе новость. 74-я минута. Еще есть время забить. Конечно, вот эти последние два тура, так сказать, пружина напряжения сжата максимально. В последних двух турах решается судьба всего сезона. Просто народ эмоционально реагирует на каждый свисток, на каждое решение судьи. Но сегодня в основном судьей недовольны. Свистят ему. Глаза всех фанатов прикованы к матчу Парма-Наполи. Ежеминутно проверяется результат. И, ну, что очень красиво, но я подглядываю и все время смотрю тоже, что там происходит. Там все еще 0-0 на 75-й минуте. Это оставляет нам шансы. Но нам тут, конечно, надо побеждать. Гол! Интер забивает! 2-1! Я говорил, еще есть время. 2-1. Такой важный гол. Посмотрите, что творится. Думфрис. Сколько же он важных голов забил в этом сезоне. Этот стадион бесконечно готов был скандировать его имя. «82-я минута. Парма-Наполи все еще 0-0. А если так и закончится, а тут будет победа, это будет очень хорошая новость. За все эти километры, Интер, что мы проехали ради тебя, ты должен выигрывать. А я проехал очень много, поверьте мне. И не только проехал, еще и пролетел.
Возможно, была игра рукой штрафной Интера. Побежали смотреть ВАР. Он стоял, слушал. Сейчас у монитора будет. Очень напряжено все на стадионе. Просто пока рефери даже к монитору не подпускают. Среди игроков тоже напряжение. Что-то обсуждают. Пошел к монитору. Всех успокаивают. Напряженные минуты. Пенальти сейчас будет совсем не в тему. В Парме пока все еще 0-0. Так, решение. Опять пенальти. Он дает пенальти. Пенальти ворота Интера. 88-я минута. Но Зомер, он в очередной раз может стать героем матча, сезона, героем всего. Ну или игрок Лацио может промахнуться. Смотрите. Вот так стадион давит на того, кто будет бить пенальти. Максимальный свист, давление, потому что залог успеха парирования пенальти — это ошибка нападающего, ошибка пенальтиста. Это дает больше шансов, и надо, чтобы он ошибся. Надо давить, надо свистеть, надо, чтобы он чувствовал себя некомфортно. Я не знаю, как вам в камере. Я не знаю, как у вас со звуком, но тут очень. Нет, увы, счет становится 2-2. Ну, 89-я минута. Похоже, так и закончим. Конечно, есть надежды. А Черби все еще на поле. Он доказывает, что можно забивать и на последних минутах. Но, увы, тройная замена у Интера готовится. Причем, ну, это должна была быть оборонительная замена, как я понимаю, перед голом она еще была продумана. Но, нет. Но, если нам 7 минут добавили, это хорошо. Нам надо больше дополнительного времени. Но если Наполи закончит 0-0, то все решится в последнем туре. Ну, конечно, лучше, чтобы оно проиграло. Атака. Головой, шансы есть шансы. 92-я минута. Мяч в сетке. Все радуются, но мог быть офсайд. Наверное, ВАР будет проверять. Непонятно, но пока выглядит как офсайд. Но сколько раз мы видели эти офсайды, которые на самом деле были не офсайды. Вот тут смотрят, что Наполи все еще 0-0. Видите, тут все внимание приковано на матч. Пенальти. В матче Наполи пенальти. Похоже, я не понял, похоже, Наполи будет бить пенальти. Я не понял, кто будет бить. Какое-то пенальти в матче Наполи. Будем надеяться, что это будет Парма бить пенальти. Тут все еще проверяют. Да, был офсайд. Счет остается 2-2. Закончили матч 2-2. Обидно. Если бы выиграли, все было бы намного лучше. Но Парма-Наполи закончили 0-0. Наполи потеряли очки. А это означает, что все решится в последнем туре. Если Интер выиграет матч Кома-Интер, а Наполи потеряет очки, неважно, ничья, либо проигрыш, Интер чемпион. Про другие сценарии пока не хочется говорить. Но есть вариант, что Интер сыграет ничью, Наполи проиграет, тогда все решит дополнительный матч
по новым действующим правилам серии А, потому что у них похожие показатели. И я планирую быть на матче Кома-Наполи, Кома-Интер. Игроки Интера пошли благодарить фанатов за поддержку. Игрокам Лацио сегодня некого благодарить. Но это, я понимаю, решение не фанатов не приезжать. Это запрет. Италия. Запреты. Любимая многим колонна, но, к сожалению, большого празднования, как вы часто видели, тут сегодня нет. Вот сегодня, благодаря Ютубу, приятная встреча. Встретил своего подписчика, который прилетел из Москвы. Фанат Интера с 2010 года. Кстати, с Москвы человек добрался на этот матч, что сейчас не очень легко. И как впечатление вот от первого посещения в жизни Сан-Сиро? Стадиона одного из любимых клубов. Атмосфера вообще просто непередаваемая. Вот слов нет. Слов нет, и это можно понять. Сзади группа, я не знаю, что-то англоязычное, по-моему. Фанаты Интера, не знаю, с Австралии, с Англии. Не, наверное, бриты. Такой акцент характерный. Это был мой 184-й визит на Сан-Сиро. Возможно, последний в этом сезоне. Еще нет расписания на последний тур. Но, скорее всего, опять же, все будут играть одновременно. Если все будут играть одновременно, я не пойду сюда на матч Милана. Я поеду на Комо, на матч, в котором Интер вполне может стать чемпионом. Жаль, что не выиграли сегодня, шансов было бы больше. Но если Наполи ошибется, а Интер выиграет у Комо, то Интер станет чемпионом. И я хочу присутствовать на стадионе в этот момент. Я вам скажу, это все не так легко, так что накидайте лайков, поддержите подписочкой, комментарием. Но 99%, что я буду там и буду для вас это снимать. Раз встретил подписчика, можно и в центр дома поехать, еще посидеть, пообщаться. Прощай, Сан-Сиро этого сезона. Ты был прекрасен. До новых встреч. Ну, с этого момента чисто футбольный выпуск становится не чисто футбольным выпуском. Я приехал в центр, и вон замок Сфорцеско. Видите, уже второй день пути меня приводят к новому Интерстору. Но я в нем еще не был. Надо будет как-то заглянуть. Выглядит свежо и интересно. Конечно, это прекрасный центр Милана. Я думаю, что я готов вам снимать бесконечно. Потому что я готов бесконечно на это смотреть. Я надеюсь, вам нравится смотреть его у меня. Ну и желаю вам всем видеть его почаще вживую. Чтобы были возможности и желания. Вы понимаете, да, где я обычно после футбола оказываюсь? Ну, сегодня без изменений. По финалу Лиги Чемпионов. Я хочу попасть в Мюнхен на финал. Потому что я был в Стамбуле на финале, Интер проиграл, знаете, как бы должен быть реванш. Я должен получить и увидеть Интер с Кубком Лиги Чемпионов. Очень хочу, но билета у меня пока нет. У меня есть билет на Фликсбас до Мюнхена. Но для того, чтобы купить билет, фанаты Интера получают коды по мере старшинства подписки. Вот у кого там, условно говоря, 40 лет, тот имеет приоритет перед тем, у кого 10 лет. И я имею 2 года, я все еще без кода. И я понимаю, что не факт, что я его получу, хотя очень хотелось бы. Я все еще в ожидании. В понедельник, может быть, пришлют, может нет, непонятно, но многие, у кого по 10 лет абонемент, еще без этого кода. Причем ситуация супер напряженная. Привет. 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 Да. Я тебе отвечаю, он, блядь, говорит тебе правду все. Никому больше, только он красавчик, молодец. Ну, видите, тут серьезные люди обманывать не станут. Я говорю, гарантию за него, блядь. Поэтому хотелось бы получить код на финал, но билеты у перекупщиков по 2000 евро, по 3000 евро. Не хотелось бы тратить такие деньги, но посмотрим. Может быть, поеду на финал без билета и буду, как на Евро, искать перед стадионом, искать на сайтах перекупщиков. В общем, я настроен серьезно. Надеюсь, попаду. Ну и думаю, что до встречи на Комо. Надеюсь, увидим на Комо, как Интер выигрывает серию А в этом сезоне. Решающий матч. Но, к сожалению, вероятность, что Интер выиграет серию А в этом сезоне всего 10%. Жаль, конечно. Но 10 не 0. Верим до конца. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, лайкаем, пишем комментарии. До новых встреч.